Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня на примере нескольких своих растений я бы вам хотела рассказать, как использовать микроудобрения для листовой подкормки. Как вы уже знаете, для здорового роста и развития растений нужны как макроэлементы, это азот, фосфор и калий, так и микроэлементы. Это железо, бор, медь, цинк и так далее. Итак, для листовой подкормки мы используем микроудобрения. Эти микроудобрения находятся в хелатной форме. И вот такие микроудобрения, которые находятся как в хелатной, так и в минеральной форме. Эти микроудобрения производятся по спецзаказу для голландских цветочных компаний. Очень хорошие удобрения, отличный результат дают. Итак, для того, чтобы произвести листовую подкормку, мы используем мочевину. Обратите внимание, в какой она вот такими гранулками, просто многие спрашивают. Мочевина используется для того, чтобы микроудобрения, которые мы применяем, лучше держались на листовой пластине. Вот примерно такое количество мочевины требуется. Это 0,5 грамм. У многих, может быть, нет весов, поэтому хотя бы так визуально они будут видеть, сколько это будет. Также используем микроудобрения. Я уже их взвесила, чтобы не отвлекать, не отбирать у вас больше времени. Здесь тоже 0,5 грамм. Можно использовать как 0,5 грамм, так и чуть поменьше, 0,25 грамм на литр. В зависимости от растений. Для больших растений, конечно, лучше использовать 0,5, для более маленьких чуть поменьше, 0,25 грамм. Сначала мы добавляем мочевину, ждем до полного ее растворения. Можно помешивать аккуратно, а затем только мы будем добавлять микроудобрения. Вода используется обязательно теплая, холодной водой не рекомендуется поливать. Вода также используем мы дистиллированную, либо дождевую. Также можно использовать воду из фильтра обратного осмоса. Ну вот примерно растворилось все, вот пару гранулков у нас здесь осталось, а остальное все у нас растворилось. Теперь перемешали хорошо, тщательно. Только после этого надо вносить микроудобрения. Также аккуратно высыпаем их, помешиваем. Видите, какой цвет интересный такой получился. Желтенький. Повторюсь, это на литр поливочной воды. 0,5 грамм мы использовали. Итак, микроудобрения довольно-таки быстро растворяются. Все это аккуратно переливаем в опрыскиватель. И далее будем производить листовую подкормку. У меня здесь в тепличке маленькие растения, совсем малыши, и более взрослые. Итак, опрыскиваем как внешнюю, так и внутреннюю сторону листа. Также аккуратненько стволики. Все это тщательно опрыскиваем. Все аккуратно. Листовую подкормку мы производим либо в утренние часы, либо в вечерние часы, тогда, когда нет яркого освещения. Если же вы используете
подкормку, как сейчас я, вот когда горят лампы, то на час я выключаю эти лампы, оставляю растения в таком состоянии, в темноте. Только после этого я включаю лампы. Ну, это уже, знаете, у нас как правило. Вот так аккуратненько все растения мы опрыскиваем. Также эти удобрения можно производить и для прикорневой подкормки. Вы знаете, что в наших макроудобрениях содержатся микроэлементы в минимальных количествах. Но все-таки для лучшего роста мы используем и прикорневую подкормку. Но если листовую подкормку вы можете использовать довольно-таки часто, то прикорневую подкормку можно использовать один раз в 1-3 месяца. Ну, в зависимости от размера вашего растения. Итак, подкормку мы произвели. Свет я сейчас выключу, оставлю растение на час, затем включу освещение. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на канал. Добро пожаловать в нашу группу Telegram. Всего вам самого доброго.